Как Индия победила грозных монголов. Монгольская армия катком прошла по Евразии, лишь слегка запнувшись в нескольких регионах – в Палестине, в Чехии и в Хорезме. В последнем долгое время сопротивлялся кочевникам полководец Джилал ад-Дин, чтобы в конце концов все равно им уступить. Великий полководец столкнулся с еще более талантливым противником и был вынужден героически уступить, увидев крах своего царства. Джалал ад-Дин разбил войска степняков при Парване, у крепости Валиян, однако его стремительно покидали союзники, а оставшаяся небольшая армия из верных туркменов оказалась зажатой к Инду. Не желая оставлять на поругание монголам своих близких, Джалал ад-Дин приказал утопить в реку мать, жену и других женщин, но его 7-летний сын все же попал к захватчикам и был умерщвлен у ног Чингисхана. Еще 10 лет Джилал ад-Дин, сумевший переплыть Инд и оказавшийся в ее джунглях, будет воевать с монголами, делая набеги на их земли, чтобы отомстить за истребление Хорезма. Где взбешенные сопротивлением монголы убили всех людей, домашних животных и посыпали землю солью, чтобы на ней более ничего не росло. Вероятно, это стало одним из факторов отсутствия в Индии особенного страха перед монголами. В Индии лидирующее место занимает Делийский султанат, мусульманское государство, которое ведет беспрерывную войну с соседями, которые также желают единоличной власти на субконтиненте. Гигантские, хотя и плохо обученные армии, слоны, малярийные джунгли ждут набега степняков и ждут без особых опасений. В Дели сложилась отличная комбинация для отпора монголов. География была гористой, монголы не могут развернуть свои армии на равнине, пока не спустятся с гор, но там их ждут уже индийские войска, армии у Дели огромные, много больше монгольских, есть слоны и легкая конница, их монголы опасались. Перед приходом монголов в Дели армию оснастили превосходной броней, потратив огромную часть бюджета, а также приняли к себе мамлюков, которые бежали через Инд, когда их родные места пали, и питали к степнякам особо пылкие чувства. И все же, основной удар монголов Индии отразить не удалось. Огромная армия монголов разбила индусов, используя хитрость и отличные навыки конного боя. Северная Индия покорилась, а Дели откупился от нападения, выиграв себе немного времени. Преследуя Джилал ад-Дина, монголы прошлись по Индии как бритва, захватили десяток тысяч пленников и, обложив данью Мултан, Лахор и Пешавар, двинулись назад на основной пока Северный фронт. В 1235 году новая армия монголов вторглась в Индию уже с целью захвата и расширения владений империи. Богатур Пекчек ведет монгольскую армию, которая неторопливо истребляет ополчение мелких княжеств, знакомясь с местностью и дивясь попутно многочисленности населения в этих влажных краях. 40 эмиров Делийского султаната, половина из которых были кыпчакского происхождения, приготовились к удару. С 1241 по 1259 годы Лахор, Джиландар, Мултан, Нижний Синд стали вассалами монголов, и нельзя не отдать должное их мудрости. Монголы осознавали, что захват столь многолюдной земли невозможен быстро. В 1246 году монголы совершили очередной набег на Индию. Их возглавлял Найон Сали, который пользовался помощью правителя Герата, целью была провинция Джут. И вот там их армия впервые получила не просто отпор, а форменный разгром от делийских армий. Почин был засчитан, на северные области платили дань. Против монголов восстал Кашмир, против которого были выдвинуты большие силы кочевников, и им удалось быстро и жестоко подавить бунт. И это событие позволило соседям Кашмира собрать силы для изгнания монголов из Индии. Ала ад-Дин Мухаммад Шах ибн Шихаб ад-Дин стал правителем в Дели, после того, как убил Джилал ад-Дина. Он серьезно верил, что является воплощением Александра Великого, и даже в титул себе включил слово «Искандер». Готовя свое царство к войне, он укреплял крепости, наводнял страны врагов шпионами, а своих подданных обложил непомерными налогами. Он был жесток по натуре, и никто не мог рассчитывать на милосердие, ни друг, ни враг.
Сначала его армия оттачивала навыки в войнах с соседями, где добилась больших успехов, а затем пришел через главного врага. Он победил монголов в боях в Джаландхара, Киле, Амрохе и Рави. В последней битве почти 50 тысяч монголов попали в плен, им отрубили головы и сложили пирамиду из черепов, часть которых стала основанием для строительства новой крепости. Других монголов люди султана провезли по стране, демонстрируя на площадях под улюлюканье толпы. В дальнейшем практика запугивания монголов стала его визитной карточкой. Его люди в караванах купцов рассказывали сказки о невероятном могуществе и неисчислимом войске Дели. В собственной стране народ постоянно видел жалких и растерзанных пленников султана. В 1288 году еще один набег монголов был отбит, и индусы взяли в плен их женщин, которых публично казнили на площадях несколько дней подряд. Когда ряд монгольских родов, находившихся в Индии, примкнули к султану, а затем попытались предать его, он собрал их всех и казнил на глазах их родителей. В битвах 1305-1306 годов захваченных монголов вместе с детьми и гаремом султан казнил публично с помощью слонов, выдумывая целые аттракционы. Монголам стало очевидно, что колоссальные потери, которые несут войска, никак не перекроют возможные приобретения, а многолюдность и сила индийских царств легко покроют потери, и война будет бесконечной. Последний рейд в Индию монголы учили в 1307 году, где вновь потерпели поражение. На этом их атаки закончились. Татаро-монгольская ига в Индии продолжалась считанные десятилетия. Не было никаких страданий от бессильных армий, постоянных набегов и растоптанной культуры, как в землях бывшей Киевской Руси. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.